Всем привет, с вами Амри, и сегодня я хочу рассказать об основах поселения и его управлении. И начнем мы наше объяснение с того, где лучше строить свое поселение. Здесь вы можете ориентироваться на свои эстетические предпочтения для постройки в красивом месте. Но еще нужно учитывать такие факторы, как рельеф, то есть лучше строить на большом ровном участке, чтобы было удобно разместить рядом все постройки и поля. Второе. Наличие рядом деревьев и камышей, чтобы было из чего строить. Третье. Расположение рядом речки или озера для постройки рыбацкой хижины и добычи воды. Но в релизной версии появился колодец, и это уже не столь важный фактор. Четвертое. Доступность быстрого перемещения до ближайших деревень, чтобы продавать товары, нанимать рабочих и выполнять квесты. Пятое. Наличие рядом шахты, чтобы добывать руду и камни. Какие постройки доступны и что лучше строить в первую очередь? В первую очередь лучше начать со строительства собственного дома, где мы сможем пожарить мясо и сложить лишние вещи в первое время. После этого можно строить житницу для хранения продуктов и использования нашими жителями, амбар для переработки навоза и создания удобрений для полей, переработки сельхозкультур и получения зерен, а также назначение рабочих ухаживать за полями. И хранилище, где хранятся ресурсы и используются в производстве. Без склада автоматическое производство застопорится. А позже уже можно начинать засеивать свое первое поле. Советую садить сразу же максимум льна и немного капусты. В дальнейшем это нам сильно пригодится. Главное не забыть собрать его в следующем сезоне с помощью серпа. Когда все будет готово, то можно переходить к строительству новых домов для жителей и других производственных зданий. Во-первых, это дровяной сарай, чтобы рабочие постоянно добывали бревна и палки для строительства, а также там можно производить доски для крафта и дрова для отопления зимой. Требуется 100 очков в строительстве. Второе. Охотничий домик для добычи мяса, меха и кожи. Требуется 50 очков, ветки и выживания. Третье. Мастерская. Вначале она не особо пригодится, так как ведра можно своровать, а чашки для готовки на кухне пока не пригодятся, так как можно будет спокойно прожить первый год на сырой капусте и жарке мяса. Требуется 10 очков в сфере ремесла. Четвертое – это колодец, чтобы наши жители добывали воду. Требуется 50 очков в сельском хозяйстве. Пятое – кухня. Для автоматической жарки, если у вас вначале достаточно много жителей, требуется 25 очков ремесла. Шестое – кузница. Она нам пригодится для создания инструментов и автоматического производства их жителями. Требуется 50 очков ремесла. Седьмое – швейная лавка для создания льняной нити и шитья теплой одежды в первую зиму. Требуется 100 очков ремесла. И наконец восьмое – хижина травника, в которой можно назначить жителя собирать травы для варки зелий. Самое необходимое, на мой взгляд, это зелья выносливости, веса и исцеления, которые помогут нам ускорить логистику собственного времяпрепровождения. Требуется 250 очков в древе выживания. Это были основные постройки, необходимые в начале. Но для такого количества построек потребуется много репутации. Где же ее взять? Ее можно легко добыть с помощью выполнения основного сюжета. Как пригласить жителей? Для найма рабочего раньше было необходимо поднять его мнение о нас, сейчас же это делается очень просто. Разговариваем с необходимым нам жителем и приглашаем его к себе. Советую зазывать жителей хотя бы с навыком 3 в необходимой нам работе, чтобы впустую не тратить ресурсы и не терять потенциальные. И тут же можно назначить им дом и необходимую работу. Управление поселением, менеджмент. Таким образом, плавно переходим к менеджменту поселения и разберем основные вкладки. Во-первых, основное меню, на котором мы видим всю информацию о нашей деревне, ее репутацию, налоги, стадию развития, количество жителей и зданий, плюс максимальное количество построек, а также ежедневное потребление воды, еды и дров жителями для отопления. Вкладка «Жители». Здесь мы можем управлять поселенцами в общем плане и открыть их информацию детально напрямую. Можем посмотреть их возраст, пол, фиолетовые женщины, синие мужчины. Настроение. Если настроение будет отрицательным на протяжении длительного времени, жители уйдут. Профессию.
навыки, которыми обладают жители, и статус, который показывает, когда кто-то забеременел и вынашивает ребенка. Если же дважды нажать на поселенца, мы увидим всю его информацию и сможем назначить ему дом и рабочее место. Вкладка «Строительство». Здесь мы можем рассмотреть, в каком состоянии постройки, нужен ли им ремонт, сколько человек там работает или живет, и какие налоги мы платим с этого здания. В детальном рассмотрении мы видим всю основную информацию: вместимость, потребление ресурсов в домах и их теплоизоляция. Чем она выше, тем меньше дров потребляется зданием. Гайд про создание теплых каменных домов я оставлю в подсказках. В производственных зданиях мы можем увидеть, чего не хватает, рабочего или ресурсов. Посмотреть, сколько осталось прочности инструменту и есть ли он вообще. Назначить производство с помощью увеличения процентного соотношения затраченного времени в день рабочим. Например, для производства дров и древесины необходимы бревна. Если их нету, то производство остановится. Поэтому всегда нужно, чтобы было постоянное пополнение бревен на складах чуть выше, чем затраты, для устранения застоя. А также можно посмотреть, сколько будет производиться тех или иных ресурсов за день. Плюс увидеть, что находится в хранилище этого здания. Вкладка «Посевы», на которой можно увидеть, что у нас растет, а что только предстоит посадить и сколько налогов мы заплатим. При открытии детальной информации можно увидеть, что уже готово к сбору — желтый цвет, а что только еще зреет — зеленым цветом, спахано поле, удобрено оно и так далее. В графике работы жителей можно указать, что именно они должны сеять на данном поле и в любом месте, как вы только захотите. Можно хоть нарисовать рисунок из посаженных растений. Следующая вкладка «Животные». Здесь мы можем увидеть, сколько и каких животных у нас есть в деревне, сколько им лет и сколько они смогут прожить в среднем. Также их можно продать, если вам не нужны самцы или самки определенного вида животных. Лучше иметь хотя бы одного самца и одну самку для размножения наших подопечных. И последняя вкладка «Народный контроль спроса», которая появилась после релиза игры. В ней можно настроить, какие продукты и ресурсы будут потреблять наши жители, что позволяет нам ограничить их от продуктов, оставленных на продажу или для себя. Но, к сожалению, пока нельзя настроить инструменты, которые они могут использовать, так как железные инструменты хотелось бы оставить только для себя. Навыки жителей. Вернемся к навыкам жителей и рассмотрим их детально, на что они влияют и какая от них польза. Разные производственные здания используют определенные навыки в крафте и добыче. Например, для амбара или скотника важен навык сельского хозяйства, для лесорубов – добыча, для кузнеца – ремесло и так далее. На что же влияет навык? Он прямым образом влияет на скорость производства и работы в поле. Например, для добычи воды в колодце нужен навык сельского хозяйства. И при 100% нагрузке получается 2,5 ведра в день с навыком единица. А если бы навык был 3, то этот показатель увеличился бы в 3 раза. Таким образом можно вывести схему. Производство, умноженное на процент загрузки, умноженное на навык рабочего, равняется полученному ресурсу. Как увеличить счастье поселенцев? Счастье поселенцев зависит от нескольких факторов. Во-первых, наличие дома и работы. Это обязательные факторы. Второе, качество этого дома и утепление. Чем лучше дом у жителя и качественный материал, из которого он сделан, тем счастливее житель. Третье, ночные ивенты. Иногда они позволяют поднять счастье жителей на определенное время. Влияет ли самочувствие жителей на скорость производства, я не заметил. Но при долгом отрицательном счастье они покидают деревню. Если у кого-то есть другая информация, поделитесь в комментариях, буду рад узнать. Прокачка древотехнологий с помощью жителей, но не собственных навыков. Ускорить прокачку древотехнологий можно с помощью жителей. Да, жители при производстве или совершении каких-либо действий дают нам очки опыта в древе технологий. Благодаря этому можно быстро открыть необходимые нам здания. Но они не прокачивают наши собственные навыки. Хотя некоторые наши навыки влияют на жителей. Например, навык «Опытный фермер» увеличивает урожай, даже если его собирают жители. Производственные цепочки крафта. Например, можно сделать определенную производственную цепочку на быстрое открытие конюшни. Для этого заводим свиней, там работает скотник и добывает навоз.
Затем навоз в амбаре перерабатывает работник и делает удобрения. Далее наши земледельцы сеют поля ржи, овса и собирают их. Работник амбара их перемалывает и производит из этого корм, который идет на пропитание животинки. Получается вот такой круговорот навоза в деревне. Из каждого действия мы получаем очки опыта. Также, чем больше полей успевают обработать наши земледельцы, тем больше опыта мы получим. Такие же производственные цепочки можно выстраивать и с другими отраслями. Как сделать, чтобы жители собирались в определенном месте? Для жителей можно построить место отдыха, на которое они будут приходить утром и вечером после работы. Для этого нужно построить скамейки или стулья и расставить как нам захочется. Таким образом можно создать видимость ночных посиделок у костра, праздников в таверне или свиданий в Вишневой аллее. Для эстетической составляющей игры вполне неплохо, но хотелось бы видеть более живую деятельность жителей. Было бы замечательно, если бы в будущем это добавили. А каких новшеств хотели бы вы? Надеюсь, этот гайд был вам полезен. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. А какие еще видео вы бы хотели видеть на моем канале? Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!